Ля, какую красоту мы потеряли, и я недоволен, что этот контент теперь недоступен никому. Но есть решение, чтобы хоть немножко его достать и дать 3D-художникам с ним позаниматься. И об этом мое видео. В своей работе я опирался на вот это руководство Star Wars Battlefront, на Battlefield 1 и конкретно на CNC G2. Все эти видео я добавлю в описание. Смотрите их, если вам будет недостаточно моего видео. Здесь более подробно, душно и детально. 1, 2, 3, базовички. Зацените, что я раздобыл. Ого, что это в моих сегодня загребущих ручонках? Да это же Generals 2. Юниты, но не все. С созданиями проблема, но сейчас я специально по горячим шагам записываю гайд, как если кому надо будет достать всю эту шляпу, как сделать так, чтобы, все юниты достались, потому что были проблемы, но я разобрался, у меня Scorpion Tanks, вот с этим танком были проблемы. Автоматическим путем он не экспортировался, не перелопатился, пришлось вручную делать, я его смог достать по кайфу. И бараки, Обамы, которые вот эти сейчас, он не доставался изначально, мне пришлось вручную с ним поработать, и он вот такой вышел. И по сути можно всех юнитов достать, которые есть в игре по кайфу. К слову, это мое хобби. Спасать контент из игр, которые могут загнуться или уже загнулись, типа Blitzkrieg 3 у меня есть. Generals 2 я уже доставал давным-давно, но это был мод 4 года назад или сколько там. Juggernaut Wars почти загнулся на грани закрытия, а там столько контента, вы бы знали. Особенно вот эти локации. Покажи, скажут Teamfight Tactics или League of Legends. Короче, очень графонистый, это может потеряться навсегда. И так далее. Там много проектов, у меня тут просто... А вот онлайн тоже могут быть. И прочее. И вот генералы, мне так жалко их было, что я не застал альфа-тест, после которого они же сдохли. И теперь есть возможность их достать спустя 12 лет после того, как сделали игру. И можно рассмотреть модельки. Я потом выставлю картинки, и можно будет рассмотреть каждую модельку, если есть фанаты генералов. Итак, чтобы достать всю вот эту красоту, эти сводные листы юнитов я сейчас сам собрал для себя, чтобы мне удобно было с ними работать. Чтобы, вот это все достать, посмотреть, повращать, если вам нужно модик поделать, может быть. Объясню, что нужно делать. Но вам придется еще самим искать, всякие приколы. Тут же лицензии, вся херебуды. Номер 1, что вам нужно найти, это название файла Command & Conquer 2 Alpha. Это вот именно с этого билда я работаю. Кто-то, сохранил, записал в формате ISO, и вам нужно будет найти этот файл. Я его не могу размещать, извините. В интернете есть. Ищите там Command & Conquer build название, еще как-то по-другому. После того, как вы достанете этот файл, распакуйте его, просто скопируйте содержимое, и нас будет интересовать вот это. Вот этот файл, здесь весь контент лежит. Картинки, к примеру, можно посмотреть вот здесь, по этому пути. Имиджи, и здесь будет Unit Portraits, и все. И тут будут как вот такие PNG-шки без фона. Так еще и генералы есть, можно генералов посмотреть. Есть, кстати, по вот такому пути, чуть-чуть дальше, там будет полная сборка юнитов, вот такая, чтобы в одном месте здания, персонажи, техника посмотреть. И есть вот по такому пути HD генералы, можно в высоком разрешении посмотреть старые рисунки, даже такой загрузочник есть. Хорошо, вот есть файл, что дальше делать, как распаковать его, дойти до мякотки, вот этого всего, то, что нам хочется достать. Вам нужно будет найти CNC Generals 2 Tools. И здесь будут 3 вещи. Python скрипт, который вот этот дампер, он распакует, объясню, как с ним работать. Потом нужно будет Max скрипт, чтобы внутрь 3D Max, вам тоже нужно будет скачать 3D Max, чтобы через run скрипта импортировать сюда модели. Я потом их уже перегоняю в Blender. Прямого скрипта нет, к сожалению, только костыль. Старые приколы, никто новый скрипт не написал, я не шарю, как писать скрипты. И третье, это будет Visual Studio, и здесь будет как перегонщик текстур, так еще с mesh-файлами шняга будет работать. Они тоже нужны. Также постарайтесь найти дамперы и инструменты для BF3 и BF4. Это Frostbite движок, и они будут нужны, потому что оригинальный генеральский что-то у меня затупил. У меня нет понимания Python, поэтому я просто пошел и другие перешерстил, и чуть-чуть дальше вы увидите, как я с этим справляюсь. Хорошо, начало дампера. Как это будет выглядеть? Вам нужно будет скачать Python вот такой версии. Нужен именно старый Python, новый выдает ошибки. Мы, когда установим Python, правой кнопкой мыши жмем, и здесь будет редактировать with IDLE. Жмем на нее, и здесь смотрите, что нужно будет сделать. Всего лишь небольшое действие. Указать путь
переписать прям вот это поле, но аккуратно нужно. Кидайте, короче, файлы игры с минимальным путем. Вообще умещайте, просто на диск закидывайте, вам все равно это временно нужно будет. Просто сразу на диск кидайте файл и все. Не должно быть никакой кириллицы, только латинские буквы, иначе будут ошибки. Вот здесь то же самое, повторите путь. Тут какой-то патч. У меня нет патча, но он сработал. И вот здесь нужно будет указать папку, куда это все будет выходить. У меня он вот сюда вышел. Вот, у меня вот по такому пути вышел. Но я использовал другой дампер. У меня что-то этот заглюковал. Обязательно создайте заранее папку, куда будет это все экспортироваться. И здесь нужно, кстати, вот эти херни. Он у меня сработал после того, как я их вот так сделал, вот эти слыши. Почему-то обратные слыши вот эти, они не получились. И именно после того, как я поменял местами вот так, то все заработало. Не знаю, в чем это связано. И после этого жмем клавишу F5. То есть Run и F5. Он запустится и начнет экстракт файлов делать. Ну давайте, F5. Окей. Все, начинаем. Здесь ошибки. Там должны вот эти синие, короче, чанки должны экспортироваться и все. У меня с ошибками, не знаю, ну так глючные. Сейчас не найду, где там правильно, но как-то я сделал, в общем. Как-то сделал, уже не помню. Во, нашел Хирабуду. Так, сделаю дамп 2 на всякий случай. Вот, это для, Battlefield какого-то там ультилита, так что используйте бэфовские еще ультилиты, дамперы. Вот сейчас нажму F5, он пишет окей, и он запустится. Вот, херня почалась. Короче, вот этот дампер на BF3 сработал. Я там перебрал сейчас кучу вариантов, и вот так должна выглядеть процедура. Нужен будет дампер, там кучу дамперов перебрать. Он, короче, выглядит вот так. Путь до игры, путь еще раз, где дата есть, и потом уже в папку. Папка должна быть создана, чтобы это сработало. И все, больше ничего не нужно. После того, как он закончится, там будет 3 стрелочки, я покажу сейчас, как закончим. Вот, Хирабуды 3 стрелки, все это нахрен можно закрывать, оно больше не нужно будет. И вот он экспортировался сюда, здесь бандлы, здесь чанки. В бандлах, ресурсах, RTS Art, вот здесь лежит вся графика, вот здесь 3 фракции лежат. Мы с ними будем работать, как вот эту херню раздробить, чтобы из нее в итоге получилось вот такое, где у нас есть текстурка, и есть папка с мэшем и чанком. И вот эти файлы потом, они через Max, открываем скрипт. Через вот этот скрипт 1, вот он появился, здесь Tools, Evaluate, как там все, и бараки. Здесь просит иконку, не надо отмены, и чанк отдельно нужно будет подгружать, в той же папке нужно закидывать. После этого начинает шуршать вот так, и у нас загружается модель. Вот так это выглядит. Сейчас объясню, короче, как доставать, чтобы модель. Дальше, если нужно, просто вот здесь есть экспорт, OBJ, и все. Вот так достается модели. Смотрим процесс. Хорошо, теперь нам нужно конвертнуть текстуры в DDS и mesh. Вот этот mesh должен конвертнуться в формат, который читает 3ds Max его скрипты. Как это делать? Нужно будет идти нам Visual Studio ультилиты. Я использую этот генерал, потому что они нормально работают. Смотрите, есть вот эта первая штучка. Запускаем ее. Это конвертирует нам текстуры. Просто жмем, и вам нужно будет установить Visual Studio. Версию Visual Studio, но у меня здесь она 2019 года, тоже работает, так что нормально. Жмем пуск, запускается, окей, пофиг. И появляется вот это Хирабуда окно, текстуре конверсия. Нам нужно будет выбрать папку с ресурсами. Она называется вот так. Вот дамп 2, которая Bundles, ресурс и RTS. Окей, достаточно. Чанки, следующая папка. Она рядом находится, вторая папка чанков, окей. И здесь, get DTF, get DDS файл. И сейчас он зависнет, короче, и конвертнет все. Ну давайте я еще раз конвертну. Это займет минут 5 где-то. Просто жмем кнопку. Вот пока будет папка пустой, я жму кнопку, и сейчас он начнет заполнять. Все, он зависнет, он не будет шевелиться. И остается просто ждать, пока папка наполнится текстурами. В конце он развиснет и покажет число. Вот он закончил работу, показывает числа, можно его закрывать, и вот та самая папка обновилась. У нас появились текстуры, все хорошо. Важный нюанс. Одна текстура может использоваться на несколько моделей. К примеру, вот здесь заходим, Heavy Toxin Artillery. Здесь нету текстуры. А вот она, модель есть, и есть у нее текстура. Просто текстура используется от другой артиллерии, от вот этой. Вот так выглядит текстура, просто здесь токсин рядом расположен. Поэтому есть такой момент, что для некоторых моделей типа нету текстуры, а на самом деле они просто по соседству лежат. Так что смотрите внимательнее. Это важный момент. И теперь нам нужно получить меши, которые
3ds Max сможет принять. Нам нужно запускать вот этот конвертер. Запускаем его. Chunk and Mesh File Manager Tool называется. Жмем пуск. Запускается шняшка. И здесь, смотрите, есть разные фростбайтовские чанки. И здесь будет разделение Battlefield 4 и Generals. Если вы находите без приписки вот это, то используйте по умолчанию Battlefield 4. Хорошо. Что дальше? Теперь выбираем чанки. Чанки находятся вот здесь. Ну просто в нашу папку переходим и чанки. Вот у меня уже прошлый путь мой показывается нормально. Все сработало. Удобнее смотреть. Чанки выбрали, окей. Он сделал пересчет. Хорошо, теперь делаем Select Mesh Root. Да и окей. Где это находится? Вам нужно просто будет выбрать папку, где находятся графики. Это будет, если мы идем по второму пути, Bundles. Прям повторяем здесь. Идем Resources и RTS. Может быть еще вот эти другие посмотреть, если вам они нужны. Но я хочу достать именно контент-модели. Поэтому жмем ОК. И сейчас он запустится и сделает пересчет. Сделал пересчет. 800 получилось. Такое-то количество не получилось. Не страшно. На тех моментах, где у нас не получается, нужно будет делать руками. Закрываем это все. Больше нам не нужно. Все, давайте зайдем в боевой автобус, потому что у него полностью все рабочее. Gen 2, Dump 2 это новая созданная папка. По пути, GLA. Все, зашли. У нас есть текстура автобус. Хорошо. Я ее буду уже отдельно применять в blend файле. Вот здесь. Вот этот боевой автобус наш. В 3D Max я вообще ничего не понимаю, поэтому он просто используется как перевалочный пункт. Что дальше? Нам нужно будет скачать 3ds Max какую-нибудь версию, но у меня версия 12. У меня 12 версия, вы можете посмотреть, какие свои. Нужна в любом случае какая-то старенькая версия, но я не уверен, может новые тянут. Вообще не шарю за 3ds Max. И дальше в папке, где у нас утилиты, в MaxScript заходим, и здесь у нас будет вот этот скрипт 1.0 достаточно будет. Смотрите, как вообще импортировать в Max. Здесь будет MaxScript. Сначала нужно будет его открыть, найти его здесь. Вообще ни хрена неудобно. Просто находим по пути, где у нас лежит. Запускается хорошо. И здесь у нас есть Tools и вот это Evaluate All. И теперь ищем нашу модель. Вот я сейчас пойду в Dump 2. Куда сейчас снова я закинул? Bundles, Resource, RTS, Art, GLA. И будем искать Battle Bus. При хорошем раскладе создастся папка Mesh. Есть куча остальных там файлов. Типа D это Destroyed. Hask, не знаю, какие-то обломки там. Вот есть Mesh папка, где лежит автобус. Просто жмем на него 2 раза. Это подгрузка текстуры. Файл текстуры я отменяю, потому что я не хочу здесь ничего подгружать. Вы можете подсуетиться, переконвертнуть и получится. Отмена. И нужен будет файл чанка в той же папке. Вот идем по нему снова. Bundles, Resource, RTS, Art, GLA, Battle Bus. В папке Mesh должен быть чанк. После этого он запустится. И вот так мы загрузили автобус. Надо пройти мини-курс по навигации в 3ds Max. Еле, освоился. Все, модель готова, развертка у нее корректная. Потом просто берем файл, экспорт, OBJ на рабочий стол или еще куда-нибудь. И все, и дальше вы получаете файл OBJ. При этом текстура у вас уже есть. И дальше, ну я в том же блендере беру, просто создаю материал и закидываю. И все, у меня есть. Здесь, кстати, есть куча текстур, есть нормалька, спекура и вот это AG, не знаю, что это. Очень много разных текстур, если они вам нужны, вы можете им пользоваться. Мне хватает диффьюзки, достаточно. И вот так мы достаем контент из генералов, тот, который работает. Хорошо, но у меня не все файлы. Если вся техника досталась на ура, то со зданиями проблема. Где искать, как сделать, смотрите. Как я понял, как с этой херобудой работать. Вот есть папка с оборонительным сооружением, но здесь нету меши. Есть какой-то Destroy 2, и там будет куча ошметков, обломков. А нам хочется нормальное здание с ракетами и со всей фигней. Что делать? Ищем файл mesh. Я сначала создам просто папку, куда его скопирую. Вот сюда вставил. И я его еще раз создаю. Здесь будут 2 файла. Один будет отвечать за чанк. Я удаляю цифры, чтобы они мне не мешали. Оставляю mesh. Это будет mesh. Он остается. А это файл будет чанка. Просто тоже оставляю имя, удаляю копию, а тут меняю на чанк. Чанк. Окей. И теперь нам нужно будет его немножко улучшить. В утилитах для Battlefield есть такая штука, как Hex2 Editor. Вот этот. После его установки... У него вот так его иконка выглядит. После его установки мы сможем
Модифицировать файл правой кнопкой мыши, и здесь будет Hex Editor появляется. Все, появился Hex Editor. Страшный большой. Короче, ничего страшного нету. Вот есть имя файлов, вот здесь куча вопросов, и нужно просто вот эти все пустые поля вот так выделить. Бям-бям-бям. Удалить к хренам. Сохранить наш чанк. И после этого запускаем Max. Вот эту геометрию мы удаляем. Идем в утилиту, открываем снова скрипт. Я перехожу в свой основной билд. Нахожу нашу папку, созданную вот здесь, и загружаю меш. Текстуры просит, отменяю. Снова возвращаюсь в свой основной дамп. Ищу теперь чанк, который я только что отредактировал. Вот этот второй чанк. Он начинает шуршать, и здание загружается. Ну, получилась какая-то херня, но по тому же смыслу, короче, делать. Вот, на изи исправил. В чем ошибка была? Прям в реальном времени смотрим. В чем ошибка была? Смотрите. Я удалю еще раз чанк. И при просмотре увидите, в чем ошибка. Все, сохраняю, копирую сюда. Сразу пишу, что это чанк. Удаляю все лишнее. Имена должны быть абсолютно одинаковые. Захожу в него. И здесь в чем моя ошибка была? Нужно здесь очень внимательно смотреть на один момент. Чтобы геометрия нормально загрузилась, нужно аккуратно все удалять. Смотрите. Я удалил лишнее. Вот где нули, вот это все удаляем. А вот я вот эту строчку удалил, поэтому херабуда почалась. Я выделяю все. Я хоть начинаю с 0,5 выделять, но он выделяет нули. Удаляем нули. Сохраняем там, где уже цифры остаются. Нули все удаляем. И после этого еще раз берем, запускаем. Та же самая модель с обновленным чанком. Запускаю, и при вас она загружается нормально. Все, вот так это работает. Так мы сможем загружать те модели, которые у нас в автоматическом режиме не конвертировались. Вуаля! Вот моделька уже в блендере с текстурой. Можно, кстати, вот материал отдельно стекла убираю, он в принципе тоже нормально смотрится. Вот и все. Контент спасен. Слава яйцам. Теперь вы знаете, как можно доставать модели из игры Generals, если вы были ее фанат, вы хотели модифицировать ее, но вы не знали как. Теперь вы знаете. На этом все. Так что дерзайте. Удачи.